И всем снова привет, с вами Рейдж. Сегодня по просьбам подписчиков моих на стриме мы посмотрим игру под названием This is the Police. Достаточно прославилась игра своей там эффектностью, там действиями полиции, сюжетом, там всеми делами. Точнее, мы, сейчас посмотрим. Новая игра, день первый, понедельник. Сейчас проверим, все ли работает. И всем снова привет, с вами Рейдж. Сегодня Извините за помехи. Это от провода, от микрофона. Продолжим. Так, мэр Роджерс, сексуальный маньяк, представил... Так, ну окей. Поехали. Поехали. Так. Пауза, все. Смотрим. Что тут? В детстве мой отец всегда говорил мне перед сном, что не открывать их достаточно долго, все демоны уйдут. Так, это окей. Игру чуть погромче сделать. Смотрим. Сейчас как на стриме слышно игру, сейчас посмотрим. Ну да, чуть-чуть погромче сделаю игру. Конечно, чтобы скрыться ото всех демонов, можно проще всего не снимать повестку с лица. Лучше вообще не на время след. Ну так во всяком случае сказали бы мои коллеги, что ли. Сам никогда не боялся пресс-конференции, они для меня исповеди. Неважно, как искусство врет это твой язык, когда тебе задают вопрос, у тебя в голове много а то, что на следующий день обо всем это приходится читать в газете, лишь скромная плата, даже за исповедь нужно платить. Так, проверочки сейчас все. Так. Ну все, можно, дайте я уж поиграю. This is the first time I'm afraid of those answers my mind has given me. Not because I'm mad I'm losing my job, though it's true I'm mad as hell. Not because I subconsciously blame everyone else. Подсознательно виню в этом всех вокруг, хотя я и виню, просто меня обязательно спросят, что же я совсем буду этим делать. А я не представляю, но даже не это меня пугает. Самое страшное, я знаю, что не буду бездействовать. Теперь я могу лишь догадываться, что решусь в следующую секунду. У меня много пороков, но предсказуемости среди них нету. Я научился отгонять демонов, толпящихся вокруг. Но что делать, когда они пытаются заживо содрать с себя кожу? Зажмуриться сильнее обычного, что же еще лучше? Способа все равно нет. Надеюсь, журналисты решат, что меня слепили фотоспышки. Можно я поиграю уже? Доброе утро, здорово. Вчера мэр официально объявил о вас отставке. Это для вас стало сюрпризом? Или вы знали? Так. Не знаю. Мэр обсуждал это со мной. Ну что хочет, в кресле шеф, так что не было для меня сюрпризом. Вы знаете имя своего приемника? Это кто-то новенький. Думаю, кто-то новенький.
Из-за разгоревшегося коррупционного скандала ваш заместитель Фрэнсис Кендрик собирался покинуть полицию. Если мэр предложит ему вашу должность, он может передумать? Может быть. Оправдали, многие все еще верят, что полиция работает с мафией. Что вы можете... Вы верите, что ваши личные отношения с мэром могли стать причиной вашей отставки? Лучше спросить самого мэра. Спасибо. Как обычно. Как прошло. Прочитаешь завтра в газетах. Ко мне никого не пускают. Даже мистер Кендрика, особенно мистера Кендрика. Так, в ту самую секунду я узнал. Ему никого не ходить, человек мог войти. Бесцеремонно, нагло, без предупреждения. Так мэр Роджерс делал так, белоснежные туфли, да, голодного хищника. Стюарт Роджерс сходил в любую дверь как собственник, как безоговорочный хозяин всего вокруг, даже половицы под ним. Казалось, что еще две коррупционные схемы, и за ним по пятам будет следовать демонический облик. Так, понятно. Джек, я надеялся тебя заставить на пресс-конференции, а ты так быстро сбежал. В мэрии нельзя было курить, вот и сбежал. Но сегодня утром я подписал указ о запрете на курение во всех местах. Скоро тебе и здесь нельзя будет курить. Скоро меня здесь вообще здесь. Об этом я уже и пришел поговорить. Горожане любят тебя, Джек, так не любили ни одного шефа полиции. Не предавай их, Джек, не впутывайся ни в какие истории. Посиди тихо 180 дней, и тебя запомнят как героя. Это единственное, что остается быть героем. И что не дашь мне шанса сколотить пенсию. У тебя был миллион шансов обеспечить себе такую роскошную пенсию, что я бы мог позавидовать. Впрочем, я никогда не откладывал деньги на пенсию, и я не собираюсь на пенсию. 108 спокойных дней, Роджерс, это что, если у меня не будет с тобой проблем, я обещаю, что у тебя не будет проблем со мной. Я новый ассистент Трой Старый, если захочешь что-нибудь сообщить, мне позвони ему, только не звони по пустякам, я и так загрузил его работу, я постараюсь. И не пропитывай дымом весь кабинет, скоро он понравится одному моему другу. О! Mr. Mayor? Yes. Go fuck yourself. Иди Трой Стар. Прикольно. Я новый ассистент Трой Старый, если захочешь что-нибудь сообщить, мне позвони. Так, ну вроде все работает, только игрушку надо. Это чекпоинт. Джей Бой считает, что причиной стали личные отношения. Частота городских улиц выросла на 20%. Заводим опять свой драндулет. Что-то народу прям нету. Вот прям с утра на стриме было много народу. Так, ну ладно. Продолжим. Хватает еду, быстро развивается по своим углам. Как... Главное, не смотреть друг друга, могут числительно приглашение победы не пойдут. Фрэнсис Кендрик, мой заместитель, недавно стал одним из таких призраков. После того, как на него написали несколько доносов, разозлил те крупнейшие в истории Фрибурга коррупционный скандал. Бумага, которая готова к вечеру. Фрэнсис ничего не ответил, но я могу его понять. Призраками, по-моему, все готово, короче. Хочу... Ну да, давайте подсказки. Сейчас я дверку прикрою. Опа! Полиция Фрибурга делится на две смены, которые будут работать через день. В каждой смене есть офицеры, реагируем на вызовы, детективы, занимающиеся расследованием. Вы можете свободно перемещать сотрудников из одной смены в другую. Так, у офицеров
важных характеристик. Профессионализм показывает общий уровень эффективности полицейского. Считается показатель равен средним. Полицейский, не дотягивающий до этой отметки, не назовешь способным. Зато на тех превышает среднее значение, можно смело положиться. Профессионализм может расти, так и падать по ходу службы. Шкала энергии, типа, это понятно. Некоторые характеристики скрыты от вас. Например, одни копы слишком ленивые и склонны отпрашиваться домой по любому поводу, а другие чересчур любят выпить. В этом остается только догадываться или делать выводы, наблюдая за поведением сотрудников. Так, детективы, что ли? Давай попробуем. Так, настроечки, аудио, звук. Вот. Так, вот, продолжить. Самая обыкновенная полицейская работа — реагировать на вызовы. Вам нужно успеть послать копов к месту происшествия до того, как исчезнет таймер. По отметке на карте вы можете определить, откуда поступил вызов. Чем дальше пункт назначения находится, тем дольше займет время дорога туда и обратно. А значит, тем выше будут копы недоступны для вызова. Побег с места аварии. Самый простой способ определить, насколько сложной может оказаться задача. Посмотреть, сколько копов вам разрешают. Чем больше слотов разговаривать серьезно, предполагаем, на самые рисковые миссии также управляйте команду спецназа. Давай, ты поедешь. Асана Цубаки пердя. Так, ну давай, не знаю, кто. Ну, ты поедешь. Кто тут у нас? Коти. Драка. Сообщил, что на показ фильма в зал пытался попасть нетрезвым подле сноуборда с надписью «Розовый бутон». Когда его не допустили в зал, он разбил кассиру голову своей доской, теперь отбивается от охранников. Ты чё, твоя мать? Вот так давай. Дождь пошел. Если все сложилось предельно удачно, полицейский вызов никто не умирает. Если дела удается при скрипучем раскладе, происходит ничего избежать можно. Слишком много говоря, а вот как бы горожане 1000 даже. О, поймал, красавцы! О. Давайте возвращайтесь. Так, что они тут с дракой? Ох, поймали, ой, молодцы. Молодцы. Не знаю, тут часик на 2 я, наверное, засяду. Сейчас эти вопросы на всякий случай. Так, мы, допустим, вернулись. Брат с сестрой сцепились друг с другом при... Так, ну тут ты можешь... Сейчас давайте подождем. Ты поехать. И ты поехать. Езжайте. Ну чё? Вооружен трое подросток охотничьим ружьем, ограбили магазин, видеокассет. Так, ну тут, наверное, ты поедешь. Ты поедешь. Это все-таки серьезное ограбление. О, мистер Уорд, здорово. Падение. Прохожий увидел, как несколько пальцев пожилого музыканта. Давайте. Я здесь что я пропустил? Да ничего не пропустил, только начало игры, вот первые вызовы пошли.
Лайкусик не забудь вдолбить. Так, сейчас будем смотреть, что тут. Поймали, молодцы. Так, дальше что? Закрыть. Так, если ситуация кажется неоднозначной, они могут связаться с вами и попросить прямых указаний. Постарайтесь вникнуть в происходящее, но не тяните время. У вас полно других необходимых дел. У дома Браун действительно стоит, из окна доносится стоны и громкий смех. Включить. Вот так вот. Вот так на. Так, с этим что? Тут старушка даже боюсь управлять. Владение отчет. Ох, молодцы, прям всех поймали. Зачетно. Все, спасибо тебе за лайк. Я тебе очень благодарен. Смотри, сейчас будем вместе что-нибудь делать, все дела. Народу что-то мало. Вот на первом стриме больше всего. День закончился. Завершаем день. Если вы считаете, что вам пригодилась бы пара другая лишних рабочих групп, вы можете приказать любому на следующий день. Ага. Но они станут прикреплены к своей смене. То есть проработают 3 дня подряд, а значит сильно устанут. Смена А, смена Б. Приказать работать завтра. Да, ты поработаешь. Так, ради интереса просто посмотрим. Потом тебе надо будет уволить всех чернокожих. Вот так правильно надо выразиться. Used to be, when I asked Kendrick to stay late at the office, he liked to grumble and crack wise. Nowadays, he doesn't have the strength for it. Slumped shoulders, blank stare, wrinkled skin. The past few weeks, I don't hardly recognize my old friend. In his younger years, he reminded me of a gallant royal officer in an old Kipling story. Kendrick isn't just crumbling under the weight of the public pressure, but from the shame of it all. Internal Affairs raided the library he inherited from his grandfather, hoping they'd find buckets of cash stashed in the pages. Heard about the look on his face, the fearless policeman standing helpless in horror. I've known Francis for 30 years. The past 20 years he's played loose with the law. And I know that at a certain point every stolen dollar brings more misery than anything else. Probably sounds crazy, but I sympathize with the guy. What can I do? Your friends are your friends, and these are the waters. Called all of the people on that list today. Now they know you're in business. So you could get a call from any of them. You don't need to worry about any of them. And what kind of business are we talking here? How much are you looking to earn? $500,000. $500,000? Because everybody wants to take $1 million. I'd try something. $500,000 in 180 days? Well, you could earn it all above board if you netted all the big fish. Never knew you for a fisherman. Well, you never got into my business, and I'm not trying to get into yours. But be careful about bringing in any of the cops. Sooner or later. And one more thing, Jack. Не надо читать, ну а мне интересно. Или просто пролистывать. Christopher G. Sand. Я же не знаю, о чем тут речь идет. Everyone knows the name, but few could tell you who he is. The old man always wears old-fashioned jeans and knitted sweaters. Gives to charity. An avid hunter, I hear. Okay. Hardly needs to intimidate anyone to get his point across. The people who work for him each have their sphere. They provide protection where needed. Meanwhile, Sand pulls the strings without getting his... People... Sometimes mistake his quiet approach. A couple years ago, an arms dealer decided to expand its business without asking permission.
In 4 weeks, sand killed 31 people. Old men, women, even a few teenagers. And Sand's people made sure... Frank, I don't want to hear you say that name. Jack, please, listen to me. We agreed, Frank. That's not the kind of business I'm into. I don't go... Так. Продолжить. День 3. Фрэнсис Кедрик объявил дату своей отставки. Всех на работу. Так. Народу прям маловато. Поехали на работу. Так, если полицейский слишком устал, он попросит у вас отгул в любом случае. Но даже у полного сил сотрудника могут некоторые причины надуманные, некоторые вполне серьезные. Не балуйте подчиненных, но не настраивайте против себя. Помните, когда у вас появятся секреты, они будут первыми, кто об этом узнает. Последние месяцев... Да, ну, приходи завтра. Так, это типа лычки, по-моему. Да, лычки опыт дают. 2 лычки. Все, начинаем день. Погнали. Так, на карту. Не надо музыку включать. Давайте научимся нанимать опытных. Дела. Полицейский участок держит. У вас есть определенное количество рабочих мест, которые вы можете нанимать любых доступных на бирже детективов. Вот сюда давай. Уволить. Уволить закон. Ты чё? Ты чё? И ты пошел отсюда. Держишь брода. Брода тоже. Давай ты вот. Стой, откуда я этих увольнял? Смена Б. Не понял. Смена А. Как их на смену А надо взять? Смена А. Ну и все, в принципе. Так, окей. Дело. Вандализм. Звоню расстроенный. Ага. Так, ну давай, ты вали. Ну и ты сгоди. Так, ждем. Вандализм. Бизнесмен Харли Джонс прямо сейчас наблюдает из окна, как бы по-русски. Неприличный рисунок. Давай вот вы сгоняете, я думаю. Поймаете оленей-то этих. Так, что тут у нас? Выскочил сейчас. Поймали, красавцы! Ой, контактик. Ребят, простите. Контактик закрою. Так, что тут у нас сейчас ребята сделают? Так, подождет пока. Ничего. Преступники скрылись. Ты поймать не могли, что ли? Что мне там пишут?
простите, ребят, сейчас я звук выключу. Ой, дело. Так, подозрительная официантка. Не уверен, что они генетический пол был портрет, который увидел. Так, давайте-ка вы. Хотят стоять. Сколько там времени? Сейчас некоторые вернутся. Вернулись. Давайте, гоните сюда. Это, блин, отец и сын. Что-то сын у тебя вообще хворает. Что-нибудь ночной. Ну, езжай ты, что? Шибала в туалете. Понятно. О, новая игра, класс. О, спасибо за лайк. Привет, Ленар Копеев. Рад тебя здесь видеть. Отчет. Так, окей, ложная тревога. Вообще штраф надо было списать с этого. Так. Сейчас они, кстати, приедут. Ледовая арена, Кристофер. Так, что тут? Поступил анонимно есть продает подросткам крэк. Пипец, давайте, ребят. Гоните. Что это? Голый мужчина с канистрой угрожает поджечь себя, если любимая жвачка не войдет в сумку. Давайте, поедете. Отчет. Извините, но я увольняюсь. За один вечер я заработал больше, чем в полиции платит мистер. 4500 бачей дали мне. Так я уже увидел. Но это, наверное, по-любому так. Хоть старушку туда отправляй. Так, последние дела сейчас посмотрим. Что тут они сделали. Отчет. Че, вы его поймать не смогли, что ли? Пипец. Так. К вашему пресс-клубу стелит бургеры из шариков сосисок. Внимательно. О! Поймали, молодцы. Красавцы. Ну и завершаем день. Так, ты у нас чё? Ты у нас еще работаешь. Вот эта смена будет работать. Ну, отправил хорошего копа туда. День 4. Так. Ладно, газетки это ладно. Хер с ними. Whenever I'm alone, Hello, my name is Steve, and you're Jack. get to my front door. The Bible boys walked about a mile. She patiently listens to them, asks them. When I watch her do it, I've got to admit it gets me. Ребят, я I'd вот, have hugged those если boys, вслух не читаю, sat это with them on the быстро всё porch. But a прочитаю. month after Laura left, all I could Если do вам was интересно, на паузу another поставить. cup. In my life, even the basic stuff never goes like it's supposed to. But Laura just disappeared. The children in the stories always stand on the side. Так, The in-law, поддержки. the fellow Laura ran off Так, with. эту сцену я Fortunately, видал. so we have an agreement. Sally's going Так. to track down Laura and try to reason with her. Лора, это We'll жена arrange его, a meeting. которая ушла. Meanwhile, I'm supposed to not do anything stupid. But I can't afford to lose Sally as an ally. So for the moment, I had to swallow my pride. Hello. Mrs. Markham, this is Boyd. Oh, is that... That's what I wanted to ask. Don't worry. At my police building, we... Oh, you're an old man, Jack. Maybe you think I'm... Так, And you have понятно, nothing. понятно. Let's not go... Laura. Так, давайте. Еще на работу, прям чуть затягивает. Ну, та игрушка... так, вынося мусор вчера вечером, я случайно
угодил в какой-то куст с ядовитым растением. Утром, что мои... Вроде бы, но я предпочел на всякий случай показаться врачу. Отгул. Да, иди чё. Я всю ночь не мог уснуть, и сейчас в ухе что-то звенит. Можно мне отгул? Да ты чё, охренела, что ли? Я перебрал с выпивкой, едва ли я смогу работать сегодня. Иди отдыхай. Охренел совсем. Продолжить. Блин, двоих нету. Что теперь сделаешь? Что тут, музончик, может, какой? Ну, хотя не буду я его ставить еще. Так, сегодня у меня очень мало. Так. Так, детективы. Так, это я помню. Давай, ты пойдешь. Ты пойдешь. Что тут надо стоять? Так, порча имущества. Уборщица Мэри увидела, что пожилой мужчина бьет дорогие... Ага. Так, давай, ты поедешь. И ты поедешь. И ты поедешь. Ты поедешь. Так, это с тобой. Так, дела. Так, это у меня сейчас какая смена Б работает? Ты в смену Б идешь. Персонал. Так, тебя уволить. Блин, Робинс такой хороший. Чё? Блин, ну у меня вот всех вот этих увольнять, что ли? Так, ладненько, пока я вот так вот сделаю. С этим переборщить, я думаю, не надо. Янси, он пострадал. Его, а то он на покой. Это ложно. Так, окей. Давайте дальше. Что тут? Это мы уволили, ну пусть она доработает сегодня. Бабульку. Камера наблюдения зафиксирует машину, числится в угоне. Давайте, вы отправитесь. Бабульку я не знаю, ну ладно. Расследование началось. Детективы опросили свидетелей и собрали все данные с места преступления. Теперь типа Эрик, пьяный свидетель, преступники сидели в седане, стреляли вроде из автомата. Я слышал несколько приглушенных хлопков. Давно прошел с проблемы. Так, понятно. Так, что там у вас? Молодцы! Перди прям вот вообще бесом задавил. Возвращайтесь, давайте. Вот так вот это на. Бабульки плюс 10. Бабулька молодец, по-любому скрутила. Так, сейчас эти вернутся. Так, тут что? Подозрительный индивидуум. Многодетную мать, роль беспокоит подозрительный фокальных. Регулярно фотографирует их. Давайте, езжайте. Спасибо тебе большое, что лайк поставил. Давай, спасибо за напутствие. Давай, удачи тебе. Приходи потом. Я, может, еще часа 2 здесь посижу. Так, давай. Вали туда.
Так, что тут сейчас дальше будет? Так, аккуратнее надо. Отчет убийства. Чего? А, господи, я испугался. У ваших есть первые зацепки на кадрах, которого они приносят вам изображенный вариант того, как могло произойти преступление, например, расследование. Ага, чтобы отличить одни, внимательно изучите, чем больше детектив работает, тем выше их последовательность событий. Так, походу машина подъехала сюда и раздались дикие хлопки. Вот так вот. Типа стрельба из глушителя. Драка, бармен, что-то оссочится, поссорились. А, ну давайте, езжайте туда. Танцовщицы поссорились. Драка, ресторан. Вступила о драке между посетителями охранного заведения. Мужчина залез на сцену. Езжайте, давайте. Правда, я толком, но зато после поединка отлежусь. Блин, зря я его послал. Так, ну давайте, так. Зажечь верхний свет, стриптизерш продолжает драться, не обращать внимания на полицию. Давайте так. Пипец, они скрылись, обалдеть. Стриптизерши убежали. Ну ладно, черт с ними. Преступник пойман. Молодцы. Отдыхайте, все, давайте. Смена А. Так, завтра вы работаете. Так. Ох, да ладно. Да ладно, 13 подписчиков, боже, спасибо вам, ребята, прям вообще очень приятно. Остальные плюсы есть? Короче, понятно. Why would a man need a bar after Сараи, days? там But он even что-то back then, хранит, now бла-бла-бла. Sorry for the surprise. Тут how он long you been приходит, я dating the помню, тоже lover видел boys? момент, чтобы They're sans people. Yeah. So now you're appearing. сопровождение мафии даже. I'm leaving tonight. More like fleeing. Probably won't be seeing each other again. I've got new... The papers say you're still working your last. I've got to get out Если today. скрою сегодня, другого I won't be шанса. getting another chance. You told your mafia friends about your plan. Ах, на твой Джек, If I если don't я fix everything уважусь. with them in the next few hours, they're going to... He's the. Так, ну тут ему, по-моему, помочь надо. Давайте я ему помогу. Give him my. Get the fuck out. At the time. Так, он его послал нахер. Так, все, окей. Так. Так. Так, сейчас настрою все. Ну ладно. Так, все, поехали на работу. Смена А. Кто тут у нас хорошо работал? Твою мать, лычку просрал не туда. И оперный театр. Ну ладно. Так, что тут есть? Да ладно, хрен с ним, с этим пластинками. Так, как бы не... Ваш полицейский участок, чтобы улучшить свои рабочие условия, должны соответствующие запросы мэрии. Дела мэрии. Зависит от того, насколько они довольны вашей работой. За
запроса можно чаще одного раза в 5 дней. Мэрия может полностью отказать вам или удовлетворить лишь несколько, что просите или что, в чем действительно нуждаетесь. Вот это вот отправить. Так, полицейский участок, биржа труда. Так, нам детектив один в смену какую нужен будет? Смена А. Давай ты вот. Что такое? Так, тут у нас чё? Так, ну вроде нормально, а ты полез. Тебя тоже уволить. Все, окей. 1200. Завтра истекает срок. Да я вроде всех уволил, ты у нас чернокожий. Да я даже не знаю. Так, нарушение в кафе. С самого утра спит и грязный бомж. Так, грязный бомж. Давайте вот сюда. Я думаю, грязного бомжа мы и так поймем. Так, женщина увидела из своего окна, как дверь магазина с пистолетом с чулком на голове. Так. Так. Так и вот так. Давайте валить сюда. Офигеть. Вот это да, сват уже нужен. Жилой квартал. Чё тут? Звонил продавец хот-догов, который увидел, как на тротуаре два двойника и они ругаются на испанском. Езжайте, чё? Не разочаруй меня, Берч, младший. Преступник скрылся. Молодцы. Поймать бомжа какого-то не смогли. В колено бы ему выстрелили бы и все. Подкрас, конечно, черный ход. Приказать. Так, пусть кассир заткнется. Пойман, конечно. Вот так вот это надо. Ограбление. Так, ладно, это пусть повисит пока что. Давай. Очень жарко. Многие отправились купаться на прошлой неделе. Утонули 4 человека. Блин, а вот чуть-чуть подождать он не мог. А у меня нет никого. Конечно, скрылся. Порча имущества. Джек, в этом году официально изменить правила лучших стрелков. Сейчас приедут, господи. Отправлю. Так, тут у нас вали, вали, вали. Так, сейчас вот это вот приедут. Так, ты вали, а вы останетесь. Так, что тут у нас? Мы с мужем в сложное финансовое положение. Я собираюсь подрать антикварное ожерелье. Много вингов, когда я тут сорвал сумку, и я не успел ничего сделать.
был по цикле, ехал по дороге. Ехал по дороге, схватил сумку и тут же уехал. Мчался очень быстро, я не успел разглядеть, ничего где эта женщина. Лицо я не разглядел, но одет был в куртку, как байкеры. Это байкеры. Это точно не месть. Не все лысые, этот похож на азиата. Наверное, японец или китайец. Я не видел никакого оружия, по-моему, просто выхватил сумку и уехал. Так. Ну-ка, давайте, не разочаровывайте меня. Вы что, охренели? Порча имущества. Скрылся. Да вы что, издеваетесь? Вы 3 офицера, поймать его не могли. Пипец просто. Надо самых лучших отправлять, что ли? Олени. Тут что? Это было так, это было так, это было так. Гуань-инь Лин, китайский иммигрант, недавно отчисленный из университета. А местоположение подозреваем, предлагаю место, может быть, несколько офицеров. Также помните, что преступники ведут себя по-разному. Скорее всего, сам сдастся, понял, что может оказаться серьезной смертельной опасностью. А у меня свата нету. Ты езжай. Ты езжай. Так, это что? Охранник вышел и как под... Ну, езжайте, чё. Мы победили, красавцы. Так что, вы отдыхать пошли, что ли? Охренеть. Ограбление. Преступник пойм. Ой, молодцы! Ой, молодцы. Всех подозреваемых. Детектив прям молодец. Хороший. Вот это уволить надо. Преступник пойман, конечно. Пойман. Все, завершаем день. А теперь на счету не только каждый день, но и каждый час. Так, ты у нас уволен. Так, окей. Так, давай, поехали. Mr. Boyd, there was a man here earlier. He left... A man? What? No, I've never seen him before. I asked him his name, but he was talking on a big telephone, you know. Damn. Okay. Of course, they could have shot them the second they took the photo. But I knew Kendrick and his family were all right. Either way, the message was not that they got out. It meant that I was in. My servitude to the Mafia had begun. I'd only been in my new position 5 seconds, and I already knew why Kendrick called it a contract. Boyd. Good morning, Jack. I believe you just received my message. Who am I speaking? Oh, I'm Ой, sorry. не все время I забываю, forget что some, люди не but I узнают assure you, голос. Jack, Хотя, if I was sitting right there in front of you, even better than a wife, perhaps. A wife can betray you. No man... I don't talk to people who don't tell... Jack, don't be so childish. You're too old to run away from strangers. Yes, we both... But of course, we must work with new people and find out new names. Hello, Jack Boyd. Wonderful, Mr. Sand. And what is it you do for a living? You're a simple policeman no longer, Jack. Don't turn off your phone. 8 in 10. 8 из It's 10. been my Так я go-to называю принцип, principle since my first day on the job. I've
Gotta let my Я должен colleagues позвать hush up своим what they коллегам need занять to, 2 out of 10 ступени, times, so которые они that they'll должны help me with the remaining 8. 80 out of 100, 800 out of 1,000. But the only thing I can think, what's gonna happen? Давайте какую-нибудь музычку вот поставим. Классика какая-то. Ну да. Он может... Что-то мне не нравится, и поэтому мне кажется. Сообщаем, что подали официальную жалобу. За что? Крысы сраные. Жесть вообще, я вроде всех уволил. Дела. Халк Хоган! Так, ну я тебя точно должен взять, не знаю, смену Ай. Ты в смену Ай. Все, в принципе. А что толку помогать уже? Ай. Так, молодая сотрудница фабрики поссорилась с кипящим шоколадом. Езжай. Так, ну что тут? Можно денек завершать и все. Пойман, все, молодцы. Давайте обратно. Так, пригород. Заметил подростка, который ходил в дорожке, прежде чем успел дойти. Скрылся в машине. Так, давай, ты езжай. Ты езжай. Ты можешь покупать. Чуть прыгай. Тише. Борделя. Ай. Стало известно местоположение. Погнать преступника. Заблокировать. Преступник скрылся. Да вы чё, блин, выстрелить не могли? Он машину угнал, придурки. Ой, просто прям. Еще потом доносит на меня. Так, что тут у нас? Заплаканный детский голос сообщает, что меня не выпускают на улицу, хочет извиниться. Я хочу. Так, давайте, езжайте, ребенок. Так, расследование. Далее. У которого есть несколько судимостей.
9/11 in progress. Хочется вращать долг, говорит полиции, защитить, думает. Езжай, чё? 710. Успеют эти приехать? Не успеют. Не успеют, так не успеют. 9/11. Кража. Преступник скрылся. Отчет. Преступник пойман. Молодцы. Так. Сейчас. Все на карту. 12 in progress. Центр города. Паркинга, охранника с ним. Так, сейчас эти приедут. Правильно, туда народ. Так, давай. Ты езжай, ты езжай. Ты езжай. И ты езжай. А до скольких работаем-то? До 12? Ну давайте, покажите, что тут у вас, давайте. Officer, Так, полицейский догонять, показать становится через год. Стрелять по колесам. Стрелять по колесам. Фургон. Фургон преступницы делает резкий и въезжает с секс-шопа. Женщина вылезает и хватает револьвер. Выстрелить. Не знаю, давайте так. 412. Вот так вот, на. Молодцы. Граждане невредимы. Все, давайте обратно. Что, есть что? Ладно, архив. Мэрия. Все нормально. Все, приехали. 2 часа ночи уже почти. Вызовы-то будут еще. Ну, завершить день. Завтра вы работаете. Ну давайте вот этот денек последний. Можно заканчивать. Так. The people of Freiburg have built up a tolerance for the petty horrors of modern life. You'll never see crowds gathering around a beaten passerby. So when I ran into a troubled crowd on the way to work, I knew there was something serious. And we're talking about people who would step over a corpse if it was blocking the door to the coffee shop. But apparently all it takes is a bunch of leaflets, or spreading broken glass across Main Street. The mysterious figure, nobody knows who he is, what he wants, or what all this adds up to, from the buckets of lard spread on the sidewalk to... But this strange cross between childhood pranks and cheap theatrics has got the people all worked. Everyone understands when some Freiburg crook... But when someone steals a lion from the local zoo and locks him in a cell below the courthouse, myself, I kind of like this Robespierre. It's not just the pranks he's pulling or his green bull's head emblem. I just like his funny nickname. Robespierre? Really? Who does that make me?
Or maybe the innkeeper who tops up the beer kegs with mop water. Так, все, вот так. Новый ваш заместитель. У меня крайне тревожность, я не могу. Нет. Поедешь ты никуда, охренел что ли? Поедет. Новые пластинки. Каталог. Не хочу я новые пластинки. Не люблю я классику эту. Так, мафия. Мафия строит особый вызов. Мафия построит особый, все офицеры, которые прибудут на место, погибнут. Мафия построит и детектив, который погибнет. Только один детектив. Пошли вы. Не сравнить с Кенриком, но он не так бесполезен, как он может взять на себя кое-какие дела. Конечно, если вы... Не знаю, пусть вот он валит. И она. Все. Прокуратура для дальнейших. А что я сделал-то? Я не понимаю. 911 in progress. Капец вообще. За что? Ничего я не сделал плохого. Так, кража. Позвонил продавщице и сообщил, что два подростка выбрали самые дорогие кроссовки на стенде, а потом выбежали из магазина, но заплатив. Тут надо посерьезней. Давайте вот Халк Хоган пусть отправится. Дай бог они сбегут. Я уволю прям сразу обоих. Ну. Так, покушение на убийство. Муж вернулся с работы. Раньше обычно заставил молодую жену. Ага, ну это прям их надо прибить к чертям. Так, вали. Подростки стоят и курят недалеко, разглядывая в руке сигарету. Пытаясь схватить. Давайте вы просто вернете кроссовки. 911. Понятно. Надо просто... В следующий раз я буду прям по жесткому действовать. Нехрен. А то видишь. Они еще и курят, сволочь. А зачем? Сегодня организуем. Примерно назад лучше практически попросили. Отчет. Преступник пойман. Все, молодцы, обратно возвращайтесь. Побыстрее только. Ой. Сейчас эти вернутся. Так. Молодой отец, лишенный родителей, пытался забрать дочь, когда понял, что ребенка его напал на учительницу. Ты чё, охренел, что ли? Скотина. Ну-ка, давай, Халк Хоган, разберись с ним. Так,
господин Бойд, у меня весьма деликатная проблема. И наш общий знакомый Здесь сказал, что, как вы наверняка можете, мне предложить купление на давно половину коллекцию. Ага. Не знаю. Езжайте. Ой. А, прям 3 надо. Понятно, езжайте. Ой. Джек, у нас намечается дело. Но мы не хотим, чтобы полиция все испортила. 210 in progress. Так. Охранник сообщил, что кто-то проник в выставочный зал, рисовал картину. Ага, спрятался в туалете. Сейчас приедут, разберутся. Настя на вызове. 412A completion. Падение. Я не знаю, что вы охренели, что ли? Правда, Кать больше любит глэм. Ага, 3000. Так, давайте, возвращайтесь быстрее. Вали, давай. Что там, 22:09? Ну окей, чё. Officer on scene. Looks like we have a situation here. К приезду полиции в зале горит свет. Сторож причитает, что он устроился только 2 недели Ага. Вышибить дверь, конечно. Испуганный, весь в слезах молодой парень с ножом в руках твердит, что его искусство перформанс, никто не грозит прирезать себя. Скажи больше про свое творчество. 210 complete. Вот так вот. Художникам нужен деликатный. In progress. Сейчас эти приедут. Сюда даже не поедут. Ой. 911 completion. Окей, окей. Джек, ты наверняка видел в газетах истории про Томаса Уэйна, отставшего копа шизофреника, который застрелил беременную. Чтобы такая трагедия, мы решили провести и тебя тоже касается, Джек. Завтра утром, доктор, не опаздывай. Так, отправить сотрудника. Так, ну все, день завершаем. Так, ну что ж, ребят, вот такая вот игра у нас получилась сейчас, в принципе, неплохо. Нифига себе, ты
Смотри, 3 лычки. Вот, тут, короче, такая игра получилась. Спасибо, кто смотрел. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. С вами был Рейдж. И до следующей встречи в стримах моих. Всем пока.